Hey, welcome to Daniel Production Channel, Намто Санауга. Как вы поняли, это еще одно видео о хинди на моем канале. Почему еще одно? Потому что уже есть 3 видео. Что общего между русским и хинди, самые труднопроизносимые слова в хинди и самые смешные слова. Ссылочки будут вот здесь, вот тут вот они будут. Чтобы регулярно смотреть эти видео, а также реакции на индийское кино, которые сейчас стали выходить на моем канале, пожалуйста, подпишитесь на этот каналчик, поставьте лайк этому видео, пишите комментарии, пишите о том, что вы думаете об этих видео, о реакциях на индийское кино и об этих уроках хинди. Ну а сегодняшнее видео будет посвящено скороговоркам. Почему им? Потому что я обещал сделать отдельное видео на эту тему, так что погнали! Эти скороговорки вы сами прислали на этот канал в комментариях. Спасибо большое. Сейчас посмотрим. Я не открывал их еще, не пробовал это читать. Итак, первая скороговорка. Индийские транскрипции, они вот этим и страшны, потому что кто как пишет. Ну, мне кажется, это все-таки хуме. Давайте прочитаем как хуме. Назар, Назар, мехар эк Назар, мехуме ус Назар киталаштхи. Вона Разар, милито сахипар ус Назар, ме ап воназар кагатхи. Фу, я понял только Назар из этой скороговорки. Назар — это взгляд. Сейчас посмотрим, что выдал Google переводчик. Мы искали этот взгляд в каждом злобном взгляде. Когда она получила нарадж, это слово, видимо, не перевелось, где был этот взгляд сейчас. Напишите в комментариях, насколько этот перевод был правильным. Я подозреваю, что вообще неправильный. Сейчас, секундочку. А, это буквочка. Буквочка. Смешная буквочка. Буквочка. Чар-качари каче чача. Чар-качари паки. Паки-качари каче чача. Качи-качари паки. Сейчас попробуем побыстрее. Чар-качари каче чача. Чар-качари паки. Паки-качари каче чача. Качи-качари паки. Смотрим перевод. Чар качери. Сырая качери, сырая дядя, сырая качери пука. Все стало понятно. Чар — это 4, чача — это дядя, пока — это спелый, и все, остальные слова я не знаю. Так что переходим к третьей скороговорке. Раджа гопи гопал гопагам дас. Раджа гопи гопал гопагам дас. Это полегче. Дас — это 10 или это другое слово? Раджа гопи гопал гопагам дас. Гопагам дас. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, оп, оп. Гопагам дас. Бинго! Эк онча онтхе. Пуч ончи. А, это У. Логика транскрипции английского языка. Ладно. Эк унча онтхе. Пуч унчи унтки пуч сепхи унчи кья питх унчи унтки. Есть более высокий верблюд. Спросите более высокого верблюда. Он выше, чем спрашивается спина более высокий верблюд. Обожаю Google переводчик. А, унча — это, наверное, высокий, а унт — это верблюд. Итак, едем дальше. Джо хасега во васега. Джо хасега во фасега. Вот. А, это... это только начало скороговорки, там 2 части. Джо хасега во фасега, джо фасега во хасега. Вот. Теперь понятно все. Теперь все стало понятно. Вообще скороговорки — это такая интересная штука, что там даже не важен смысл, да, там важно то, что сложно произнести. И в русских скороговорках то же самое иногда. Но иногда все-таки какой-то смысл есть. И интересно было бы узнать значение этих скороговорок. Напишите, пожалуйста, в комментариях хотя бы английский перевод этих скороговорок. Будет очень интересно почитать. О, какая-то супер гигантская скороговорка в 4 строчки. Внимание. Самач, самачке, самачко, самджо. Самач, самачке, самачко, самджнаки, самачхе. Джо самачко, самач карбхинать самаче. Вокьяхе, са на самачхе.
Кто-то что-то явно пытается понять, потому что понимать это самачно. Такой себе, наверное, уровень, да? Напишите вообще в комментариях, насколько вам трудно даются такие скороговорки. Но на самом деле у меня есть фора, я не понимаю, о чем речь. Я, конечно, знаю хинди, но не до такой степени, чтобы понимать индийские скороговорки. Поэтому будет интересно вообще узнать, насколько для самих индийцев эти скороговорки сложны. Смотрим перевод. Понять, 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 ну, как я и понимал, в принципе, да? Понимание. Понимание есть понимание. Кто даже не понимает пониманием что-то бессмысленно. Действительно, это все бессмысленно. Чачане чачико чантничок, мы чантнике чан, чамач се чантни чатай. From Changchong to China. Есть такая песня. Слушайте, я не помню, что такое Чантничок, но это явно населенный пункт. То есть это если... Либо это город, либо это район. Чача ковыряет... Я прочитал перевод. Слушайте, вот интересно, это правда или это Google переводчик так развлекается? Чача ковыряет тетю ложкой чандни в чандничоуке. Зачем? Зачем он это делает? Это правда так переводится или это ошибка Google переводчика? Качапабат покапабат. Качапабат пабак. Качапабат покапабат. Продолжаем издеваться над собственной артикуляцией. Маргам бигае, маргам келие. Маргам намила, хамдам сегае. Хардам келие, хамдам намила. Звучит как песня. Маргам бигае, маргам келие. Мы тоже умерли, мази мазь не нашли. Мы пошли к плотине. Это перевод такой. Что? Мар – это умирать, да? Маргая – это умер. Гам – это мы. Келие – это для, после лог. Утх, унчи, утх, кипхит, унчип, унч, утх, кип, унчи. Как, нормально получилось? Нет, я не знаю. Высоко, ноги высоко, достичь высокого перевод. Это что-то с высоким связано, да? Унча – это высокий, наверное. Ух, я устал. Сейчас потею вообще. Энте санчи чантхайил тхэча санчи. Правильно произнес-то хотя бы, нет? Ладно, там быстро, не быстро. Быстро я не могу. Ракши шактишали шасак. Ракши шактишали шасак. Это похоже на русскую скороговорку «Шла Саша по шоссе и сосала сушки». Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ша-са, вот здесь эти буквы тоже все время чередуются. Причем перевод дает могущественный правитель. То есть это просто словосочетание, да, могущественный правитель, так и произносится. То есть это вот надо было произнести при обращении к правителю, да. От волнения тут все буквы забудешь, в принципе, без скороговорок, а тут скороговорка такая. Дубей, дубайме, дубгая. Дубей, дубайме, дубгая. Дубей, дубайме, дубгая. Если переводчик не соврал, я узнал сейчас новое слово дубджана. Это, видимо, тонуть, потому что скороговорка переводится как «Дубей тонет в Дубае». Бедный Дубей. Кстати, забавное слово для русского языка, потому что дуб – это у нас дерево такое, дуб. И если дуб – это тонуть, дерево не тонет, друзья мои. Как это возможно? Это как раз к видео о смешных словах на хинди. Толарам тала тольке тельме тульгая тула хуа тола тале кетале хуэ тельме талагая. Тут даже не столько сложно произнести, а сложно понять, о чем идет речь. Тала – это, по-моему, жареный, да? Или печеный, ну что-то с едой, в общем, связано. Вторую строчку он переводит нормально, первую вообще не перевел. Жареный окорок, обжаренный в масле. Еще одна скороговорка на тему понимания скороговорок, наверное. Самдж, самдж, ке самдж, ко самджо, самджа, самджина, бхи эк самджхе, самдж, самджке, джо на самдже, мери самадж, ме во на самаджхе. Фух. समझ समझ के समझो समझ समझना भी एक समझ है समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है बम. Понять, понять, понять. Также есть понимание. Поймите то, чего не понимаете. Я этого не понимаю. Вот такой перевод. Идем дальше. Фалсека фалса. Все? Фалсека фалса.
Фалсика фалса. Это одна из самых легких скороговорок в моей жизни. Мы тут на технику речи учим скороговорки, которые состоят из 10 строк, а тут фальсика фальса. Судя по переводу, мы опять возвращаемся к высоким верблюдам. Унтх, унча, унтхки, петх, унчи, унчи, пунч, унтхки. Высокая верблюжья спина высокая. В смысле, горб, что ли? Высокая шишка на хвосте. Вот это вот. Что? Высокая шишка на хвосте? Это странно. Дали мы назар дали, кисне ачи дали, кисне бури дали, джиз дали пен майне, или мене, наверное. Наджар дали, воги дали, кисне тот дали. Звучит как тост. Вах. Дали, пен назар дали. Тоже хочется спеть это как песню. Дали это имя или Дали? Художник Дали, да? Ну, может быть и нет. Ну, вот переводчик перевел как имя. Дали посмотрел на кого-то, кто-то наложил хороший, кто-то наложил плохой, тележка, на которой я видел Дали, сломалась. Тележка сломалась. Это прям символ переводчика. Но, по крайней мере, это красивая скороговорка. Не знаю, почему звучит очень так мелодично. Дали, пе, назары, дали. Наджар, дали. Лапак... Кто? Лапак, бабулия, лапак. Абна лапакве, ту лапакве кап. Ладно, как скажете. Лапак, бабулия... Бабулия. Бабулия это как бабуля в русском языке. Питальке питили ме пока гуапапита. Знакомые слова опять пошли. Пока папита. Вы понимаете, о чем я, да? Сейчас будут эти скороговорки скоро. А, вот следующие как раз. Мои любимые скороговорки сейчас будут. Сейчас разберемся с этой, подождите. Питальке питили ме пока гуапапита. Папайя, приготовленная в медовом горшочке. Даже ничего придумывать не надо. Неизвестные мне скороговорки закончились, и начались известные и мои любимые скороговорки. Они были использованы в замечательной песне Чанда чамки чам чам чеки чепначо with Каджол Амир Хан. Ребенок, я не помню, как актера зовут. Один из моих любимых фильмов. Давайте я попробую наизусть вспомнить эти скороговорки. Так, сначала более легко для меня. Пакер. Пакепер, пар, пока попита, пакепер, я пока попита, пакепер, ко пакаре, пинку, пакаре, пока попита. मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं. Пакепер, ко пакаре, пинку. Чего? Подожди. Это был идеальный дубль, это не повторить я пытался сейчас. अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? Обожаю этот фильм. Пакепер, пар, пока попита, пакепер, я пока попита, пакепер, ко пакаре, пинку, пакаре, пока попита. Пакепер, пока попита, пакара, пинку, Капля? Пакепер, пар, пока попита, пакапер, я пока попита, пакепер, ко пакаре, пинку, пакаре, пока попита. Имена мушкина, гиня назара, да крендикана. Пакепер, ко пакаре, пинку, пакаре, пока попита. Чамда, чамки, чам, чики, чопаначо. Ну, там была еще одна скороговорка. Простите, я заслушался. Ну, песни красивые, даже вот такая вот детская песенка-скороговорка. Нет, это невозможно. С такой скоростью это невозможно. Вау. Такие воспоминания о таком фильме. Караксинке каратнесе карати хекеркия. Киркио каракнесе каракта хекараксин. Но вот та про спелую папайю была намного проще. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какие скороговорки для вас были самые сложные. И может быть какой-то способ, как вы запоминаете скороговорки, как вы учитесь их произносить. Мне остается сказать только одно. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие мои видео про хинди и не только. Скоро будут другие видео
видео с реакциями на индийское кино, еще и на бангладешское кино. Как оказалось, это довольно популярные песни. Скоро будет еще парочка бангладешских видео, но в основном будут, конечно, индийские. Будут видео про хинди и дальше выходить. И пишите в комментариях, какую тему, связанную с хинди, вы хотели бы, чтобы я здесь обсудил. Anyway, thank you for watching this video. Хам хирахи перки, пермиленки, чальте, чальте.